Привет! Мой сегодняшний обзор, скорее всего, будет интересен тем, кто не очень жалует наушники с ножками, коих в последнее время выпускают в огромных количествах абсолютно все производители. Признаться, я уже и сам ждал чего-нибудь в классическом исполнении, хотя бы просто для разнообразия. И вот, не так давно компания Kusivai, по всей видимости решив устранить этот досадный пробел, выпустила на рынок сразу две модели в классическом форм-факторе внутриканалок. Это T16 и T17. Сегодня речь пойдет про 16-ю модель, ну а позже, когда приедет T17, расскажу и про нее. Итак, зарядный кейс Kusivai T16 имеет максимально скругленную по всем сторонам форму, которую сложно назвать правильной. Одинаковых сторон тут практически нет. Внешне сам корпус выглядит как какое-то приплюснутое яйцо, хотя в техническом описании производитель намекает нам на камень. На передней стороне установлена круглая механическая кнопка активации и сброса наушников до заводских настроек, в которую в свою очередь встроен индикатор состояния. Петля крышки пластиковая, без доводчика. Пока наушники новые, она не болтается, но судя по опыту могу сказать, что со временем, скорее всего, ход будет намного свободнее. Емкость аккумуляторного блока зарядного кейса составляет 380 мАч. Разъем для зарядки с интерфейсом Type-C расположен аккурат под петлей крышки. Беспроводным способом пополнения энергии кейс не обладает. Посадочные места под наушники обрамлены текстурированной вставкой, которая в белом цвете имеет весьма непрактичный узор. Грязи и пыли сюда со временем точно насобирается. Корпус зарядного футляра, как и самих наушников, полностью матовый. Не очень уверен, что через продолжительное время пластик сохранит свой первозданный белоснежный вид, но в руках все это дело ощущается приятно, хоть и чувствуется немного дешевым. Подключение наушников к смартфону происходит по открытию крышки кейса. Здесь же хотелось бы обратить твое внимание на один занимательный момент. Иногда во время воспроизведения музыки, если убрать наушники в кейс, пауза может не сработать, вплоть до тех пор, пока не закроешь крышку. Все это время наушники не перестают звучать. Вот такая вот досадная аппаратная недоработка имеется в данной модели. По сути, это не сильно критично, но знать об этом все же необходимо. Сами наушники на своих корпусах не имеют никаких вставок и специальных выступов. Они полностью гладкие, но сенсорную область для касаний на них обнаружить не проблема. Для управления функциями медиаплеера, а также для работы со входящими звонками здесь доступны 4 жеста, 3 из которых можно переназначить в фирменной программе Kusivai, а один зашит на постоянной основе сразу из коробки. Для использования доступны одинарный, двойной и тройной тапы, а также действие по удержанию пальца на сенсоре в течение пары секунд. Ну и как ты понимаешь, жестов тут предостаточно, так что кастомизировать наушники под себя можно как душа пожелает. Плей-пауза, управление громкостью, переключение треков, активация ассистента и игрового режима. Все это легко назначить в настройках и не придется выбирать что-то одно. К сожалению, датчиков автопаузы в наушниках нет, хотя визуально может показаться обратное. Дело все в том, что на внутренних сторонах корпусов отчетливо видны круглые вставки, очень похожие на датчики приближения, однако это не они. Возможно, это заготовка под следующую модель, но точно не сенсоры. Звуководы в наушниках в меру длинные и очень похожи на таковые в Redmi AirDots, впрочем, как и сами комплектные амбушюры, которые сильно напоминают насадки Redmi. Их менять не пришлось, они показались мне довольно удобными. Сидят наушники отлично, плотно и нигде не давят. Необработанных швов и стыков в моем экземпляре нет. Для любителей реверсивной посадки, оказывается, есть и такие. Могу сказать, что в целом левый с правым местами поменять возможно. Звук от этого не портится. Да и вообще, что касаемо звучания, то лично мне оно понравилось. Наушники я раскачал как тестом автономности, так и просто 3 подходами по несколько часов прослушивания на максимальной громкости, после чего они стали звучать насыщеннее. Бас тут есть, он, конечно, не богат на многослойность, но качает. Середина интересная, мягкая и приятная. Верхушки придают хорошую огранку содержимому, точно подчеркивая интересные детали. За звучание в наушниках отвечают динамические драйверы диаметром 7,2 мм, а также чип от Qualcomm с поддержкой аудиокодека aptX Adaptive. Наушники имеют хороший запас по громкости и при этом не кошеварят и не песочат на максималках. В своем тесте автономности на 100% громкости я получил результат в 3 часа и 44 минуты общей работы на одном заряде. Помимо всего прочего, сам кейс поддерживает функцию быстрого пополнения энергии для наушников. 10 минут, проведенных внутри, смогут обеспечить до 1 часа воспроизведения музыки в зависимости от твоих предпочтений по децибелам. Разумеется, отсутствие ножки в конструкции частенько играют не на пользу работе встроенных микрофонов, так что эта модель в принципе исключением не стала.
Проверяем работу микрофонов в наушниках QC T16. Это новые наушники, такие вот внутриканальные, без ножки. Сейчас они звучат вот таким вот образом в закрытой машине. Я по традиции открываю окна с двух сторон, сюда мне начинает задувать порывистый ветер, плюс есть шум от дороги, от проезжающих мимо машин. Погода сегодня прям совсем нелетная, вот сейчас очень сильно мне задувает сюда ветер в это ухо. И, собственно, в принципе, с этой стороны тоже все дует. Вот так отрабатывают Шимадау в этих наушниках. Ну, а мы переходим ко второму тесту в машине, тесту с печкой, конечно. Ну и по традиции второй тест с печкой, как я и говорил, я выкручиваю ее на максимум. Вот таким вот образом она потихонечку набирает обороты, и уже буквально секунд через 5-6 в салоне будет стоять очень сильный шум. Чтобы ты послушал, при каких условиях данный тест проводится. Ну и примерно как-то так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по вот этим наушникам, находясь в каком-то очень сильно шумном помещении, без ветра, но тем не менее в шумном помещении. Ну а вот так отрабатывают микрофоны в наушниках QC T16. Я сейчас нахожусь на такой довольно-таки тихой, спокойной улочке, машины периодически здесь проезжают, но зато я поймал такой довольно-таки сильный ветер, так что примерно можно прикинуть, как отрабатывают микрофоны при таком сценарии использования, если ты будешь в ветреную погоду с кем-то разговаривать по этим наушникам по телефону. Как-то так. Как я уже упоминал в разделе «Управление функциями мультимедиа», QC T16 имеет на борту встроенный игровой режим. Мой результат по задержке во время теста в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile получился в интервале от 160 до 200 миллисекунд. При работе с YouTube отставание звука от видео я на слух не обнаружил. И это при условии того, что наушники имеют на борту современный Bluetooth модуль версии 5.2, а мой смартфон OnePlus Nord CE всего лишь 5.1. Но тем не менее, на связь с телефоном во время воспроизведения музыки жалоб у меня нет. Работает все ровно, без обрывов, разумеется, в пределах допустимых расстояний. В городской квартире пару стен и балконную дверь сигнал проходит без проблем. Ну и подводя сегодня некий итог, могу сказать, что в целом наушники получились очень даже неплохими. В принципе, они довольно простые, со всем необходимым управлением без ложных нажатий и для кого это очень важно, без ножек. Сидят отлично и для спорта вполне подойдут. Заявленный класс влагозащиты IPX4 от пота защитит, но от сильного попадания влаги лучше воздержаться. Очевидными минусами здесь выступают встроенные в наушники микрофоны и отсутствие датчиков автопаузы. Ценник в плюс-минус 40 баксов немного великоват, а вот урвать их за 30-очку будет очень даже хорошо. Наушники звучат годно и в особенности подойдут для прослушивания современной популярной музыки. Ну что же, вроде бы все, что хотел, я рассказал, так что теперь делать выбор уже тебе на основе всего изложенного. Ну а если вдруг ты запутался в многообразии беспроводных наушников и подыскиваешь себе что-то более-менее бюджетное до $40, то можешь посмотреть вот этот мой топ по внутриканалкам или вот этот по вкладышам. Оба ролика актуальные, выпускал их к 11.11 к распродаже. В принципе, там есть из чего выбрать и что посмотреть. Ну а на этом у меня все. Спасибо тебе за просмотр. Пока-пока.